это было что-то такое, чему было очень трудно поверить. Поверить трудно, потому что нет ничего страшнее войны. И несмотря на то, что ситуация назревала, и люди были условно готовы, что что-то такое может произойти, но когда это все произошло, конечно, это совсем другие эмоции, и то ощущение несправедливости, что в отношении Украины, что это война, это гибнут люди, мирные жители, гражданские люди. И когда агрессор просто так, потому что он решил, что он имеет какое-то право таким образом грубо явиться в чужое государство, лишить свободу, на это очень трудно со стороны смотреть. И все люди ищут возможность, нормальные люди ищут возможность, как они могут помочь. И очень много людей и в Украине, и не в Украине делают все возможное, чтобы помочь в этой святой войне. И кто-то собирает гуманитарную помощь, кто покупает все, что необходимо, тут на фронт присылает. И есть очень много людей, которые готовы приезжать тут, в Украину, и вместе с украинскими хлопцами плечо к плечу рядом воевать и отстаивать независимость Украины. И таких у нас тут в батальоне, уже сейчас, наверное, из 20 разных государств мира. Бразилия, Колумбия, Америка, Канада, Латвия, Эстония, Литва, Польша. И так можно всех перечислить. И все они жаждут помочь. Потому что со стороны на это очень трудно смотреть, осознать, что твои возможности издалека помочь, они очень условные. И внутренние ощущения, они, скажем так, очень тяжелые. Я тут сам, еще когда был депутатом парламента, я продвигал законопроект насчет того, чтобы граждане Латвии могли принимать участие тут, в Украине, и бороться за свободу Украины. И когда нам это удалось, мы этот закон приняли, то я уже на тот момент решил, что я буду, наверное, один из тех, который будет использовать эту возможность. И я уже тут 4-й месяц, и для меня это большая честь быть тут вместе с теми хлопцами, которые в нашем батальоне воюют, потому что такую храбрость, стойкость, такой боевой дух, какой я тут вижу, это что-то такое, что очень вдохновляет. Очень вдохновляет. И тут ни у кого нет сомнений о том, что победа будет за нами. Мы имеем очень похожие истории с Украиной. Мы очень хорошо знаем врага, знаем агрессора. Мы через это прошли. И, конечно, любой разумный человек осознает, что наша общая цель – это наша общая война против общего врага, и наша задача его победить тут, на земле Украины, ради того, чтобы агрессор не шел дальше и свои злостные цели никаким образом не достиг. Так что это наша общая война, и даже если на самом деле еще в Латвии, Эстонии, Литве условно еще спокойно, то это не значит, что агрессор не готов к каким-то уже таким конкретным боевым поступкам в наших государствах. Поэтому чем раньше мы разберемся с ним тут, в Украине, тем для всего мира это будет лучше. Я думаю, что не только Европа, но и весь мир
не может быть как бы спокойным, когда есть одно такое террористическое государство, чем является Россия, никак по-другому не назвать. Это реально уголовный режим, который как угроза для всего мира. И это уже я могу сказать, что поняли все. Даже те, которые изначально старались сидеть на двух стульях, как бы и вашим, и нашим, и как бы не готовы были в открытую свою позицию, как бы, ну, дать понять, то сейчас уже такого нет. И я хочу сказать, что вот после того времени, сколько я провел в Украине, украинцам храбрости, боевого духа хватит. И то, что мир может остальной цивилизованно сделать, дайте нам оружие. Дайте нам оружие, дайте нам чем воевать, и мы врага побьем. И это, что надо понять, что сейчас ситуация, она, скажем, условно, ну, нет такого, что кто-то из воюющих сторон имеет какое-то особенное преимущество. Если Украина удерживает свои позиции благодаря боевому духу, что вообще, в принципе, не имеет противник, да, и, как я уже говорил, дайте нам серьезное, эффективное, современное оружие, мы с противником разберемся.